Всем привет, друзья! Как я и обещал, сегодня в нашем выпуске самокат от компании Enakim OXO. Это люксовые самокаты, это один из самых мощных и последних самокатов от данной компании. Тут установлено два мотор-колеса сзади и спереди, соответственно, по 1000 Вт номинальной мощности. Максимально они выдают в пике 1300 Вт, как пишет производитель. Данный самокат выдает скорость 65 км в час только по паспорту. А я сегодня разгонялся в районе 70 км. А при моем весе 86 или 87 килограмм, что хочу сказать по поводу данного самоката. Давайте совсем немножко пройдем по его техническим спецификациям. Итак, поехали. Батарея на 60 вольт, 26 ампер-часа. Максимальная скорость, как я сказал, 65 километров. Запас хода до 110 километров. Вес данного монстра всего 33 килограмма. Я реально говорю всего, потому что для самоката такого размера это не так уж и много. 10-дюймовые пневматические колеса спереди и сзади. Да, хочу сделать небольшое отступление. Компания Enakim выпускает обалденные насосы, электрические насосы, которые небольшого размера, они накачивают все от аккумулятора. Я как бы не говорю, что это круто или какое-то новшество, но они реально круто выглядят. Вы можете посмотреть обзор данного насоса на сайте компании Lee Rider. Также вы его можете там купить. Это официальный оригинальный насос от компании Enakim. Он реально крутой. Вы посмотрите и все поймете, что я имею в виду. Вот сейчас вы можете видеть небольшие кадры о том, как он выглядит. Я думаю, это вас заинтересует. Вы обязательно зайдете, посмотрите. Ладно, поехали дальше. Пневматические колеса. За счет этого подвеска просто мягчайшая. Мало того, что у него идут два уровня подвески. То есть это, можно сказать, для России вариант внедорожный. То есть если вы поставите внедорожные колеса, будете где-то прыгать, еще что-то, вот этот самый высокий вариант. То есть он идет у вас из коробки. Плюс идет еще две втулки, которые вы можете поставить, соответственно, и занизить его. Хочу сказать сразу минус из-за подвески. С подвеской все нормально, не переживайте. Минус в том, что ножка идет очень короткая. То есть, если у вас изначально из коробки он на высокой подвеске, как и у меня, когда вы ставите, такое ощущение, что он вот-вот навернется в бок. А если, не дай бог, вы затормозились где-нибудь на земле, то это на 100% падение вашего самоката. Когда вы ставите низкую подвеску, проблем нет, он стоит идеально ровно, вот так вот. Соответственно, могли бы дать либо две ножки, либо ее просто удлинить, так как в наших условиях, я думаю, ставить низкую подвеску нет никакого смысла вообще. В чем же отличие от самоката OX? Естественно, это добавление переднего мотор-колеса, полностью изменили тормоза. То есть они дисковые, но привод идет уже гидравлический. То есть ощущение нажатия на тормоз просто офигенное. Это правда. Я просто в шоке был, когда первый раз нажал. К сожалению, рекуперации тормоза нету. Я особо этого не почувствовал, потому что тормозит он обалденно. С 70 километров очень резво тормозит. Вот здесь вот поставили, естественно, еще один контроллер. Соответственно, закрыли переднюю деку. То есть теперь уже на 100% ничего брызгать вам не будет сюда. В основном больше никаких таких визуальных отличий реальных нет. Ну, естественно, добавилась кнопка отключения-подключения переднего привода. Так вы ездите на эко-режиме только на заднем приводе. Соответственно, нажали кнопочку, подключился передний. Итак, компания Lee Rider. Давайте перейдем к вам. Хочу сказать огромное спасибо за подарок. Это вот такие вот ручки, которые проектировали ребята из компании Lee Rider. Они их продают для любых Enakim. Вы можете купить для OX, для OXO. Вот именно вот эта ручка. Вставай. Это реально классная штука. То есть мало того, что вы можете абсолютно спокойно ездить с ребенком, ребенку удобно держаться, он ничего не нажмет. Самое главное, чтобы случайно он не нажмет ни курок, ни резко тормоз, ничего не зацепит. У вас здесь может быть прикрученный телефон, и все, он может держаться. Так, сходи. Тебе вообще удобно? Мне удобно.
Плюс, если вы не используете ребенка, вы абсолютно спокойно можете, я не знаю, вешать какой-то рюкзак сюда, он не мешает, он реально висит. Я знаю, что есть рюкзак, который вешается вперед, но здесь можно повесить, я не знаю, ну, пакет какой-то, если вдруг вы поехали в продуктовый магазин купить, я не знаю, чего-нибудь, очень удобно. Плюс она абсолютно не мешает ни складыванию вашего самоката, соответственно, ни когда вы едете, тоже никакого дискомфорта в этом я не вижу. Хочу показать, как он складывается, причем с ручкой, с камерой, с держателем под телефон. Абсолютно спокойно, тихо. Да, хочу сказать по поводу складывания вот этой защелки. Металлическое крепление, которое цепляется, оно царапается и становится серебристым. Вот вы нажали и его подняли. Ну, естественно, он не легенький, но вполне комфортно. Причем ручки вот эти даже не мешают, за них даже можно как-то помочь себе его взять. Эти не так сильно торчат, но если они у вас будут складываться, я думаю, это не будет минусом, а будет лишним плюсом в компактности. Хотя, зачем такая компактность такой махине, я не знаю. То же самое раскрыть его. Нажали, вытащили. Все. То есть вот эта вот штука нужна только для случайного нажатия. Все. Дальше сам механизм не скрипит, не ломается. У вас идет отдельная прокладка. Если вдруг это сломается, дополнительная резинка, которая держит вот этот рычажок, чтобы он не упал. На всякий случай, если вы потеряете. Плюс ее можно руками регулировать, тоже нет никаких проблем. Давайте перейдем сейчас, быстро посмотрим комплектацию данного самоката. Итак, слева направо по комплектации: насос, гаечный ключ вот с таким удобным разрезом, чтобы можно было открутить колесо, запасное крепление для того, чтобы не открывался руль, две втулки, которые помогут вам сделать его более спортивным и низким, и более жесткий ключ для откручивания всего остального, и вот такая вот еще прокладка, если вдруг она у вас сотрется или потеряется. Естественно, блок питания тоже от компании Inakim. Он чуть побольше, чем у Mini 2. Естественно, чуть побольше. Тоже 2-амперный, но уже на 67,2 вольта. 2-амперный. Итак, время зарядки от данного блока питания по паспорту 13,5 часов. По факту, мне кажется, в районе 12. Если вы подключите через переходник 2 зарядных устройства, соответственно, время сократится до 7 часов. В итоге, наверное, всем вам интересно, что у меня получилось по пробегу. Скажу сразу, ездил я на турборежиме, то есть никакой экономии энергии, никогда не включал один мотор, только турборежим, и половина пути я ездил один, то есть это 86 килограмм, и вторую половину пути я проехал с сыном. У меня получилось в среднем 60 с копейками километров. Естественно, все будет зависеть от дорожного покрытия. Едете вы прямо в гору зимой, летом. Это огромная разница. Думаю, на экономичном режиме 100 километров он пройдет. Для самоката, который весит 33 килограмма, это очень хороший результат. И каждое практически деление, вот в начале первое деление это 14 километров. 14 с копейками у меня пропало только первое деление. Естественно, остальные чуть-чуть поменьше, но в пределах вот такого они пропадают при максимальной скорости в турборежиме. А что касается скорости данного самоката, в среднем он разгоняется очень прытко, до 60-63 километров, прям вообще с моим весом разгоняется идеально. И ты это чувствуешь, что у него хватает сил, хватает мощности. А максимальный показатель, который у меня был за весь мой, можно сказать, путь, это 72 километра. Так что вот, ну, естественно, я ехал один без ребенка, но это было 72 километра. Как вы поняли, с комплектацией у него просто все замечательно, поэтому очень приятно и проблем никаких не возникает. А что касается руля, то, что он не складной, лично мне очень нравится. Чем меньше складывающихся частей, тем он более прочный, более монолитный. И тем более, когда у вас, извиняюсь, такая махина, эти ручки, которые сложатся, в принципе,
роли никакой не сыграет. Но, опять же таки, если у вас есть желание, компания Инаким выпускает обалденные ручки, которые меняются здесь, и они складываются, то есть проблем заменить ее нет никаких. В магазине Lee Rider вы всегда это найдете. Если это вам надо, да. Лично я как-то особо не испытываю к этому слабости. Дальше. По компьютеру все просто. Нажали на кнопочку Power, компьютер включилась, загорелась подсветка. А скорости, то есть вы можете переключать с первой, вторую, третью. Километраж. Трип означает то, сколько вы проехали с начала вашей поездки. То есть пока вы это не сбросили, он будет накапливаться. Соответственно, можно включить ОДО, это то, что проехало, грубо говоря, с самого завода. То есть сейчас на данном самокате пробег 15 километров. А по большому счету здесь больше ничего нет. Вольтаж и опять трип, ОДО и все. Все очень просто. Внизу вы видите батарейку, тоже очень удобно. Она состоит из 5 делений, что на самом деле очень и очень информативно. Чтобы зайти в настройки компьютера, зажимаем плюс-минус. Итак, тут у нас опять же таки все очень просто. Итак, моды 1. Это 3 уровня яркости дисплея. То есть, видите, первый, второй, чуть поярче, третий. Если вам нужно применить, нажимаем кнопку Power. Переходим к следующему. Плюс-минус это у нас уменьшение, увеличение лимита скорости. То есть, допустим, если у вас ребенок, вы можете поставить 10 километров, сколько тут? 6 километров максимальное, и, соответственно, лимит будет таков. Нажимаем опять Power, переходим к следующей функции. Следующая это у нас Cruise Control. В данный момент она у меня выключена, можно ее включить, можно выключить. Все. Соответственно, Cruise Control это если вы едете какое-то время на определенной скорости, он ее не сбавляет и продолжает на ней ехать. Лично мне это очень неудобно, но некоторые этим пользуются. Нажимаем еще раз. Соответственно, 0 это у нас тоже очень все просто. Это километры, соответственно, и мили. Нужно кому мили, кому километры. То есть циферка 1 это мили, циферка 0 это километры. Нажимаем еще раз. Еще раз у нас вообще все просто. Это подсветка. То есть это датчик подсветки выключен, включен. Соответственно, при определенном освещении он у вас будет включать свет и отключать. То есть вот вы поставили, нажимаете еще раз Power. Сейчас у меня стоит на 300. То есть вы можете увеличить. Допустим, будет он включаться когда свет падает до 990. Видите, здесь сколько лимит? Ну да, от 300 до 1000 практически. То есть, соответственно, нужно вам это или нет. Все, и опять переходит в первый режим. Это яркость экрана. Нажали, подержали, все. Он все сохранил, соответственно, и вышел из настроек. Все, по компьютеру все очень просто и быстро. Максимальная скорость на третий, которую он выдает 67. На второй все это дело опускается до где-то 42-45. Ну, вот в таком районе. То есть до 44, соответственно, когда я встану, будет все это дело меньше. И на первой скорости он опускается до, ну, пускай до 20, до 21. Вот так вот все это дело выглядит. Что мне очень не понравилось в данном самокате компании Инаким, все остальные, прошу прощения, но свет на данном самокате полная хрень. Он очень красиво смотрится на самокате, то есть это огромный плюс, самокат реально круто смотрится, все, свет светит, ничего не отваливается, лампочки держатся нормально. Причем я видел видео в интернете, где отваливались задний фонарь или еще что-то, я уже проехал больше 100 километров, пока все идеально. Какой еще претензия к свету? Он не светит никуда. То есть мало того, что у вас вот эта бандура с одной стороны, она закрывает левую фару, а правая фара светит, наверное, ну вот на метр, может полтора, и то еле-еле видно. Соответственно, мое предложение к вам, покупатели, купить вот такую ручку, либо для вашего ребенка, либо две, одну для ребенка, одну поставить вот сюда пониже, соответственно, и поставить две хорошие фары, которые будут офигительно светить, потому что эта фара
как бы никакая вообще. Поэтому вот это, наверное, единственный минус. А когда вы ездите на этом самокате, когда вы только первый раз встали на него, то есть вы видите, да, ощущение просто сумасшедшее. Он просто настолько мягкий, то есть это вот ощущение, когда ты садишься в шикарную машину, на мягкий диван, вот то же самое, когда вы встанете на этот самокат. Поверьте мне, если вы сейчас будете кричать, что там Халтон, еще что-то, да, они все классные, я не спорю, они даже мощнее данного самоката, быстрее ездят, все, но именно этот самокат предназначен, скорее всего, для наших дорог, он очень мягкий. Но вот поверьте мне, конечно, эластомерная подвеска, естественно, зимой она будет замерзать у вас, но я думаю, это будет не так критично. Плюс для зимы или какой-то плохой погоды вы можете купить внедорожные покрышки, установить сюда без всяких проблем. В комплекте идут только шоссейный вариант. На шоссейном варианте, ребята, он едет настолько тихо, настолько беззвучно, что вот после тестов, наверное, всех самокатов я сначала понять не мог, почему же так все тихо. Ну, честно вам скажу, я не хочу там подлизываться компании Иноким или что-то, но он, правда, наверное, самый тихий самокат, на котором я катался. И когда ты подъезжаешь сзади к людям, здесь специально стоит такой приятный сигнал, то есть народ тебя не пугается, не шарахается от твоего бибикания. Очень все нежно и приличное. Ручки, сами грипсы офигенно удобные, честно я вам скажу, они не ездят. Ну, то есть настолько все аккуратно сделано, ничего не скрипит, не отваливается. Наверное, вы все видели, кто хочет купить Иноким, видео, где человек рассказывал, что у него все болты отвалились. Возможно, это было в каких-то первых тестовых версиях, сейчас все стоит железное. Вот я со своим весом уже прыгаю на нем очень долго, и вы уже увидели в видео, или увидите чуть позже, как я на нем прыгал, как я его мучил. Ничего не отвалилось. Крышка не стучит, не играет, ничего. Еще в чем мне очень нравится вот это верхнее покрытие, то, что ты его протер тряпкой, либо, я не знаю, из керхера так сверху все это дело помыл, так как он абсолютно герметичен, не было никаких проблем, я залезал в нем в лужи, ездил в дождь, даже намека нет. И вот эта верхняя поверхность, она офигительно очищается. То есть нет такого, знаете, когда у вас шкурка приклеена, вы 2 раза встали, и ваш новый самокат потерял внешний вид только из-за того, что вы эту шкурку уже никогда не очистите. Тут ноги не скользят, все это очищается, и, в общем, все чистенько, аккуратненько и хорошо. Что касается брызг из-под колес, да, когда вы едете по огромной луже со всей скорости, вы будете по-любому мокрый, тут никуда не денешься. Но маленькие лужи, еще что-то. Вот я сегодня весь день катался, вчера был дождик, и я абсолютно сухой, и по лужам, и по всему нет никаких проблем. На мой взгляд, это круто. Задний брызговик выглядит очень стильно, лично, на мой взгляд, он классно смотрится, но когда я его прикрутил, у меня было такое ощущение, что, не дай бог, я вот так его задом откачу, и в стену в какую-нибудь или в лифте, когда буду заезжать, я его отломаю. Скажу вам честно, бил его не раз, он целый, не треснул, не сломался, видимо, пластик хороший. Рано или поздно вам его приходится вот, ну, хотя бы чуть-чуть приподнять и сделать ее за эту ножку, ну, очень неудобно. Вот честно, если бы здесь было бы что-то, за что можно было бы взяться рукой, я понимаю, возможно, это было бы не очень красиво, но это было бы офигительно удобно, поверьте мне. А еще, возможно, одна такая небольшая, как сказать, неудобство, это то, что он работает только после того, как вы оттолкнетесь ногой. Это огромный плюс для ваших двигателей. Это, естественно, они будут работать дольше, соответственно, батарейка будет держать дольше у вас из-за того, что у него нет вот этого рывка с места. Это огромный плюс. Но, честно вам скажу, иногда мне это необходимо не в плане того, что я хочу, вот взять и поехать с места. Нет, просто когда вы его перевозите, благодаря нашим жутким дорогам, я бы хотел бы иметь функцию подключить этот момент и, допустим, я не знаю, я его заношу на какой-то парапет или еще что-то, чтобы я поддал газку, и мне было чуть-чуть легче его поднять. Либо по лестнице в подъезде донести его, чтобы до лифта довести, буквально там 3, 4, 5 лесенок. Все-таки 33 килограмма чувствуется, поэтому мне бы хотелось иметь эту функцию, но это абсолютно не минус, как бы, ну нет ее и хрен бы с ним.
Все остальное вы, я думаю, видите сами на видео, насколько все это аккуратно подогнано, насколько это аккуратно сделано. Я думаю, рассказывать вам это смысла нет никакого. Что касается пробега от батареи, давайте посмотрим. Итак, друзья, надеюсь, мой обзор был вам полезен, и вы увидели все, что вы хотели о нем знать. Если вдруг у вас остались малейшие вопросы, обязательно задавайте. Я, наверное, сделаю через пару месяцев еще один обзор на случай того, если что-то отвалится, либо я захочу сделать какой-то тюнинг, вывести фары, еще что-то. Я думаю, в будущем будут еще видео по данному самокату, поэтому пишите свои вопросы, я постараюсь их включить в следующее видео. Огромное спасибо компании Инаким за предоставленный самокат, он реально классный, пускай он не самый быстрый из того, что сейчас есть на рынке, и, к сожалению, далеко не самый дешевый, но по цене, я думаю, он стоит своих денег, хотя не для всех, и многие будут сейчас спорить и ругаться внизу, но я получил от него удовольствие. То есть, возможно, если бы я отдал вот прям свои деньги, я был немножко привзят к нему, но честно сказать, кроме света, нет у него вот таких минусов, я не нашел. А подвеска, то, что она держится с одной стороны, на мой взгляд, это не минус, потому что она реально классно держится, и нет ни малейшей проблемы в этом, что у нее будет два рычага, что один. Возможно, там через 100 тысяч километров что-то и проявится, но пока все идеально. Спасибо компании Lee Rider за предоставленную ручку. Сыну очень понравилось, и мне реально гораздо удобнее ездить. Он случайно у вас не нажмет на включение второго колеса, либо случайно заденет ручку газа. Как раз это случилось на Halton RS3, когда мой ребенок схватился за руль и случайно нажал подключение второго колеса. Был очень сильный рывок, и могло все закончиться плохо. Хотя мы ехали не быстро. Так что ручка — это реально классная вещь. Она классна и как ручка, и как перевертыш, крепление для света. На мой взгляд, она тоже классная. Можно ее чуть-чуть подпилить под свет, хотя она не такого большого размера. Очень удобно. Все, друзья, с вами, как всегда, я, Макс. Это канал Шестеренка. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм. Там вы увидите много того, что будет выходить в ближайшее время. Всем удачи, всем пока!